Так, переключаемся на спектроскопию спинных шумов. Значит, мы решили рассказать здесь о спектроскопии спинных шумов, поскольку буквально за последние годы эта техника, этот метод превратился, в общем, превращается в стандартный инструмент физики магнитного резонанса. Ну и даже вообще физики, экспериментальной физики, исследования спинной системы. Это, пожалуй, впервые в истории экспериментальной физики, что новая техника становится таким инструментом, стандартным инструментом, потому что мы очень привыкли к тому, что обычно шумы являются все-таки не источником информации, а таким препятствием информации. По крайней мере, таким фактором, ограничивающим чувствительность и точность измерений. А здесь подразумевается, что это основной источник информации. Это первая вещь. И вторая вещь. Заговорите, знаешь? Кроме того, значит, парадоксальность вообще того, что такая шумовая техника становится стандартным таким инструментом, является то, что речь идет, в общем, о квантовых шумах. То есть, если мы имеем, то есть речь идет о шумах спиновой системы, которая, естественно, на шумах намагниченности спиновой системы, которая, естественно, представляет собой ансамбль бесконечного числа частиц, то есть макросистемы, и поэтому квантовые шумы, конечно, чрезвычайно малы. Ну, достаточно сказать, то есть, если мы будем мерить намагниченность ансамбля спиновых частиц, то мы получим какую-то шумовую дорожку, которая, ну, например, если ансамбль состоит из 10-12 спинов, то в соответствии с законами статистики они будут шуметь на уровне 10 минус 6. То есть, вот если шумовую дорожку нарисовать шириной 1 сантиметр, скажем, то это надо будет мерить на подставке общей намагниченности, которая представляется которой протяженностью на несколько километров. То есть на несколько километров мерить такой маленький шум. Это, конечно, задача специальная. Поэтому, кажется, это довольно парадоксально, но тем не менее удалось реализовать вот такую технику. Значит, мой рассказ, я сначала расскажу о том, что это такое, собственно говоря, спектроскопия спинных шумов. Я 2 года назад рассказывал здесь об этом, но, во-первых, аудитория сменилась, а во-вторых, ситуация радикально действительно изменилась. Тогда эта методика казалась, в общем, достаточно экзотической и малопрактичной, такой представляющей академический интерес. А теперь вот ситуация меняется. Хотя, может быть, здесь уместно сказать, что в принципе, значит, связь между шумами и восприимчивостью, линейной восприимчивостью системы, она установлена флуктуационной диссипативной теоремой, и, в общем, она давно уже не является, так сказать, тайной. Просто то, что она поставлена на службу экспериментальной физики, вот это новое. Затем я расскажу несколько слов, скажу об истории возникновения спектроскопии спиновых шумов, в которую вот нам с Евгением Борисовичем довелось внести некоторый вклад, собственно, выполнив первый такой основополагающий эксперимент в данной области. Вот. Затем расскажу об эволюции, дальнейшем о развитии этой техники и о той фактически революции, которая произошла несколько лет назад. Вот. Затем остановлюсь на ее уникальных свойствах, которые мне представляются вообще очень интересными для спектроскопии, для магнитной спектроскопии, которая является тематикой настоящей школы. И затем приведу некоторые перспективы развития этой техники и некоторых предложениях гипотетических, которые еще не реализованы. Значит, прежде всего, на чем основана, значит, спектроскопия спинных шумов, о которой идет речь, основана на прямой связи между эффектом Фарадея и намагниченностью спинной системы.
То есть она основана, вообще говоря, на регистрации шумов фарадеевского вращения. Что такое фарадеевское вращение? Значит, эффект Фарадея это определяется разностью коэффициентов преломления для двух циркулярных поляризаций. В свою очередь, разность коэффициентов преломления для циркулярных поляризаций может являться результатом поглощения спиновой системы в оптической области для двух циркулярных поляризаций. А разность поглощения для двух циркулярных поляризаций в свою очередь является результатом разности населенности подуровней, магнитных подуровней основного состояния. А разность населенности магнитных подуровней на магнитности. То есть эффект Фарадея, вообще говоря, может быть, ну в частности есть, то есть точнее сказать, есть такой вклад в эффект Фарадея, который прямо связан с намагниченностью спинной системы. То есть мы можем, измеряя эффект Фарадея, мы можем измерять намагниченность спинной системы, а соответственно, измеряя шумы, флуктуации, изменения эффекта Фарадея, регистрировать изменения намагниченности. Значит, какая информация, в принципе, может быть извлечена? Ну вот, например, значит, здесь показано, как ведет себя эффект Фарадея или намагниченность спинной системы в зависимости от магнитного поля. Значит, речь идет о электронной спинной системе. Я вообще говоря. Хотя, значит, побочный эффект. Побочный эффект. Да, потом, значит, мы к этому возможно касательно вернемся. Значит, равновесная намагниченность вот таким образом, значит, функции типа функции Брюлера связана с магнитным полем, то есть температурой, естественно. В каждом магнитном поле, фиксированном магнитном поле, намагниченность для изотропной среды, для изотропной спинной системы направлена по направлению магнитного поля. Поперечная намагниченность, естественно, отсутствует в силу симметрийных соображений, а продольная намагниченность имеет вполне определенное значение. Но если мы посмотрим на эту намагниченность, так сказать, под микроскопом с высокой чувствительностью, мы увидим, что она шумит. Что вполне естественно, потому что спиновая система состоит из конечного числа частиц, которые находятся в тепловом равновесии, в тепловом движении. Вот этот шум мы и увидим. Что из этого шума можно, в принципе, извлечь? Значит, вот здесь нарисованы 3 шумовых дорожки. Чем они отличаются? Они отличаются временем корреляции. Временем корреляции и, соответственно, спектром шума. Эти две величины связаны. Известная теория Кинчина. Таким образом, измеряя спектр шумов, вот здесь спектр шумов изображен, он для такого случайного процесса имеет норму Z-пи. А полуширина определяется вот этим характерным временем. А характерное время – это время, так сказать, которое лежит в основе того физического процесса, который, собственно, мы регистрируем. Ну, например, если мы, допустим, мы будем измерять шумы вращения плоскости поляризации, тем самым шумы намагниченности, в продольном магнитном поле. Вот как здесь внизу показано. В продольном магнитном поле световой пучок проходит через этот образец. Фарадеевское вращение шумит, мы получим спектр шумов в таком виде и определим так называемое продольное время релаксации Т1. Измеряя его зависимость от температуры, от магнитного поля, мы получим, в общем, ту информацию, которая обычно получается из исследований методом ЭПР. Вот когда мы, собственно, ставили этот эксперимент, первая мысль была именно такой, вот так и поставить этот эксперимент, но мы, в общем, отвергли эту идею по простой причине. Здесь пришлось бы измерять флуктуации, шумы фарадеевского вращения плоскости поляризации в области нулевых частот. А в области нулевых частот всегда пик имеется, не знаем, флигер шумы, все такое. Поэтому было бы, конечно, целесообразно вот это сместить этот пик в область каких-то ненулевых частот. Тогда измерение, конечно, становится более удобным. Это делается очень легко. Для этого достаточно поместить эту спиновую систему в поперечное магнитное поле. Теперь ситуация у нас меняется. Мы по-прежнему наблюдаем шумы этой спиновой системы, но любая возникшая в поперечном магнитном поле флуктуация, она будет прецессировать вокруг вот этого поперечного магнитного поля и будет проектироваться на направление светового пучка, который зондирует среду, либо со знаком плюс, либо со знаком минус, и, соответственно, фарадеевское вращение на выходе из этой спинной системы будет осциллировать
на частоте прецессии, то есть на норморовой частоте. В результате мы получим вот такой спектр шумов. Ну, реально, конечно, вот здесь я рисую, да, спектр шумов. Реально он, конечно, на подставке, особенно учитывая то, что зондирующим агентом, так сказать, является свет, потом фотон, который преобразуется в фотоэлектрон, который имеет дробовые шумы в любом случае. Так что здесь всегда такие измерения должны будут сопровождаться фоном, причем иногда этот фон на несколько порядков даже может превышать, собственно, вот этот пик, который мы регистрируем. Так или иначе, в поперечном магнитном поле картина должна быть вот такой, а это есть ничто иное, как спектр магнитного резонанса. То есть, таким образом, регистрируя шумы фарадеевского вращения в поперечном магнитном поле, мы можем получить ЭПР-спектр, спектр магнитного резонанса этой спинной системы. Вот, собственно, такой эксперимент и был проведен. Вот схема этого эксперимента. Этот эксперимент был проделан в 1981 году на парах атома натрия. Свет, значит, в качестве источника света мы использовали лазерный носитель, который был настроен на частоту близкую к делению натрия. Существенным элементом здесь служил о котором у меня сейчас еще стоит несколько слов, который позволил существенно повысить чувствительность. Но так или иначе мы регистрировали тот самый шум, о котором я только что сказал, и получили в результате спектр ЭПР, спектр магнитного резонанса атомов натрия в этой самой кювете. Вот здесь показаны две длины. Ну, здесь показан просто эффект Фарадея в статическом магнитном поле, как он выглядит. Стрелочками показаны две длины, в которых проводились измерения. Вот это результаты этих самых измерений. То есть спектр магнитного резонанса был зарегистрирован в соотношении к шуму порядка сотни. То есть эффективность этой методики, по крайней мере, применительно к этой системе, была показана достаточно убедительно. Затем, это был 81 год, затем... да, можно упомянуть, что мы отправили эту, значит, статью в Optics Communications, назвали статью новый метод регистрации ЭПР, новый оптический метод регистрации ЭПР, поскольку Optics Communications журнал. Вот, и получили отрицательную рецензию, где было, в общем, написано, что мы недостаточно убедительно показали эффективность, достоинство и преимущество этой методики. Вот на этом мы еще, по-моему, ответили, что такое наша переданка очень быстро завершилась. Результат никого не дала, и мы опубликовали уже. Это, конечно, тоже сказалось на судьбе, по-видимому, этой работы, потому что, конечно, наша журнал читать лучше. Да, вот, значит, я хотел сказать следующее, что когда мы ставили этот эксперимент, сначала, когда мы оценивали возможность регистрации магнитного резонанса, таким образом, мы поняли, что вообще-то полиметрическая чувствительность должна быть высокой. Ну, понятно, микроскопическая система, мы смотрим квантовый шум. Вот, обратились к существовавшему в то время полиметрам, выяснилось, что максимальная чувствительность полиметрическая, которая считалась очень высокой, лежала где-то на уровне 93 градуса. Вот, с одной стороны. С другой стороны, оценки предельной чувствительности, которая определяется уровнем дробовых шумов цветового источника, они показывали, что она может на 3-4 порядка выше. Вот. Это, в общем, показалось удивительным, поэтому первую задачу, которую мы решали, это так сказать, добиться высокой полиметрической чувствительности. Вот. В чем причина такой низкой чувствительности, которая была продемонстрирована к тому моменту? В общем, было тоже ясно. Мы выяснили, что если использовать лазерные источники, у них избыточные шумы превышают уровень дробовых шумов на 3 в лучшем случае, а так на 4-5 порядков величины. То есть чувствительность на несколько порядков величины подавлена вот этими дробовыми шумами. Поэтому первая задача, которая перед нами стояла, это подавить эти дробовые шумы, то есть избыточные шумы. И мы
значит, для этого воспользовались, то есть употребили такой балансный детектор, который представляет собой поляризационный светоделитель, который расщепляет свет на два фотодетектора, которые включены в балансную схему, в такую мостиковую схему, таким образом, что на нагрузке их фототипы считаются. Поэтому, если падающий свет, азимут плоскости поляризации падающего света составляет 45 градусов с поляризующим направлением этой призмы, то в оба канала идут одинаковые световые потоки, фототоки равны, и на нагрузке фототок равен нулю при любой интенсивности. То есть, если интенсивность у нас гуляет, если у нас есть избыточные шумы интенсивности, фототок остается равным нулю. То есть, таким образом, эти шумы подавляются, с одной стороны. А с другой стороны, если плоскость поляризации немножко, если плоскость поляризации сдвинется из точки 45 градусов, сместится, то в одном плече этой балансной схемы фототок увеличится, а в другом плече уменьшится, возникнет разность фототоков. То есть любые движения плоскости поляризации отражаются на фототоке, а движения интенсивности просто они подавлены. Таким образом, нам удалось подавить шумы на 3 порядка величины, избыточные шумы, и достичь предельной чувствительности поляризаторических измерений. Ну, там еще разные другие приемы используются. Вот, но это очень важный элемент, который в дальнейшем, насколько мы знаем, мы его впервые использовали для поляризаторических измерений, в дальнейшем он стал стандартным элементом вот этих всех схем, которые используются, и сейчас выпускается просто коммерчески. Значит, это был 1981 год. В 1985 году была выполнена идеологически, в общем, идентичная, можно сказать, работа, была группой Эрвина Хана. Я его портрет показывал. Да, о нем уже речь шла. Вот, они эксперимент проводили на ядерной системе, и, наверное, по понятной причине, ну, во-первых, они, собственно говоря, ядерным магнитным резонансом этим занимались, это эффективная система. А во-вторых, впервые, вот когда говорят о спектроскопии спиновых шумов, то ссылаются на Феликса Блоха, который в 1946 году в статье «Магнитная индукция» упомянул, сказал о том, что вообще говоря, флуктуации системы на резонансной частоте могут наблюдаться без всякого внешнего индуцирующего магнитного поля. То есть, в принципе, резонанс можно наблюдать не индуцированный. То есть он считается первым, который об этом завел речь. И вот, собственно, демонстрация этого принципиальной возможности, это как Жуфова Женского, то, что называется эксперимент, вот был и проведен, но в этом они не знали о нашем эксперименте. И с точки зрения выбора системы, у нас, конечно, был значительно более эффективной в этом смысле система, потому что у нас отношение сигнала шума было при постоянном времени 2 секунды, насколько я помню, там порядка сотни. Здесь вот для того, чтобы получить вот этот вот крючок, который здесь время накопления было, по-моему, 6 часов. То есть это понятно, что это носит, этот эксперимент носил какой-то демонстративный чисто, действительно технический интерес. И значит, из него его прямо, значит, прикладывается индивидуально можно использовать. Но в дальнейшем все-таки, я вот не знаю подробности, может быть, вы знаете, это техника, шумовая техника ядерного магнитного резонанса была использована для построения неких томографических, вот ЯМР-имиджей, для томографических каких-то систем. Удалось ее очень использовать, и она имеет достаточно высокую чувствительность. Но я не знаю, честно говоря, какие приемы. Ну вот первый эксперимент выглядел так. Теперь, значит, после этого, это был 1985 год, после этого, в общем, больше 20 лет, вообще на эту работу внимания никто особенно не обратил, за исключением людей, которые занимались вопросами не разрушающих квантовых измерений, non-demolition measurements, что называется, поскольку здесь мы диагностируем намагниченность
спиновой системы, пропуская пробный луч через область ее прозрачности, то есть не вызывая никаких переходов и никак не возмущая систему. Поэтому для людей, которые исследовали, которые занимались этими невозмущающими изменениями, это представляло большой интерес. Вот они только на нас ссылались, больше никто на это внимание не обращал. И только в 1985 году, вот в 1985 году появилась в Nature, появилась статья 2004, появилась статья Крукера, в которой, собственно говоря, просто были воспроизведены за небольшим исключением. Значит, те же эксперименты, которые мы сделали, только на других щелочных атомах, и в которой, в общем, анонсировалось, так сказать, рождение спектроскопии спиновых шумов. Здесь, здесь мне хочется вспомнить, у нас, значит, к нам недавно приезжал и выступал у нас наш соотечественник, ученый, который, рассказывая про свои дела, он сказал следующее, что эффект считается существующим после того, как о нем появилось сообщение, как он был анонсирован в журнале Nature или Science. До того он, значит, в общем, не может считаться как настоящим существующим. Вот. Ну, в общем, так или иначе, я не буду комментировать, но так или иначе, в данном случае именно это и произошло. Потому что после того, как появилась вот эта вот статья, действительно начались, в общем, движения, несколько групп занялись этим эффектом, и дальше, собственно, это покатилось. А до этого как-то все стояло на месте. Вот одну вещь я хотел бы, значит, на одну вещь обратить внимание, которая была новая в этой работе Крукера. Она состояла в том, что здесь магнитный резонанс регистрировался в продольном переменном магнитном поле. Ну, обычная геометрия наблюдения магнитного резонанса известна. Значит, переменное поле, вызывающее резонанс, направлено поперек постоянного поля, поперек поляризующего магнитного поля. Это действительно так, при этом называются переходы с изменением проекции магнитного момента на единичку. Вот. Но есть еще переходы, которые вот здесь нарисована схема уровней калия, атома калия 41 в магнитном поле. И здесь есть переходы, переходы без изменения проекции полного момента, и они разрешены в параллельном поле, в поле H1 параллельном или параллельном поляризующем магнитном поле. Вот это он наблюдал, то есть я вначале говорил, что в продольном магнитном поле неудобно наблюдать для того, чтобы будет резонанс на нулевых частотах. Вот можно и не на нулевых частотах, но на переходах, которые запрещены для поперечного поля H1. Вот. Ну, так H1 нет. Ну, нет. H1, тут H1 не было, но, так сказать, если рассматривать тепловой резервуар как, так сказать, агент, который индуцирует переходы, то в этом смысле, значит, оно присутствует. Вот, но это еще нельзя, конечно, было считать по-настоящему рождением этой самой спектроскопии, которая имеет практический смысл, потому что атомные системы, это великолепные модельные системы, они очень хорошо изучены, там едва ли что-то новое про них можно узнать, если спектроскопию. Хотя она, значит, вот такая вот невозмущающая. Первый эксперимент, который был проведен на полупроводниках и на котором были получены на свободных электронах, были получены эти резонансы, магнитный резонанс наблюдался в области прозрачности. Вот он показал, что в принципе эта спектроскопия может использоваться для такой цели. Вот здесь эксперимент, значит, показаны результаты эксперимента, но здесь время накопления было 10 часов. Здесь 62 записи, 10-минутных записей, здесь усреднены. Так что это тоже, так сказать, практически понимание. Вот. А затем произошел действительно вот этот переворот в технике. Шумовой спектроскопии.
спектроскопии состояла в следующем. Значит, все предыдущие эксперименты, они делались примерно так же, как делаются опыты по обычной спектроскопии магнитного резонанса. То есть вы имеете селективный, например, приемник и сканируете магнитное поле. И резонанс проходит мимо этой, значит, щели, которая делает селективный приемник или селективный резонатор, значит, так или иначе у вас селективный. Вот. Либо иначе использовали спектроанализаторы, скачающиеся частоты, сканирующие спектроанализаторы. То есть в результате получалась такая вещь, что единовременно мы регистрируем из всего сигнала, который содержится в световом лучке, прошедшем через среду, мы регистрируем только ту ее часть, которая попадает своей частотой вот в узкую полосу регистрирующей системы. А вся остальная часть сигнала проходит ниже. А вот то, что было сделано в 2007 году, это использование другого типа спектрального анализа с высоким диапазоном Фурье. То есть процедура была такая. Свет, шумящий световой поток, который прошел через среду и после балансного детектора, он сначала оцифровывается с частотой выборки порядка 1 гигагерца. Современная техника это позволяет. После этого производилось этот временной поток информации, он при быстром преобразовании Фурье преобразовывался в спектр. Это все производилось в реальном времени, так что просто без задержки превращали в спектр. И использовалась вся информация, которая содержится в шумах прошедшего света. В результате удалось повысить чувствительность измерений на 2-3 порядка величины. Вот здесь, например, приведены два спектра одной и той же системы. Слева при времени, как времени 3 часа, справа при времени 3 минуты. Один, значит, с использованием сканирующего аспекта спектрального анализатора, а другой с использованием спектрального анализатора с быстрым преобразованием времени. Видно, что здесь справа значительно лучше. В итоге общий лучше, чем порядка ничего. Отношение сигнал-шум было повышено. И после этого, в общем, большой поток исследователей подключился к этому направлению, стало ясно, что оно является вообще вполне практичным. Вот. Я не буду рассказывать об исследованиях подробно, потому что это действительно большое число работ, и в том числе стали исследоваться и надоступные квантовые ямы, квантовые точки, те, в которых, в общем, длина оптического пути очень мала, но чувствительности хватает для того, чтобы их исследовать. А самое главное, что они являются очень практически важными для такого рода исследования, являются востребованными. Я, значит, хочу остановиться на некоторых свойствах вообще этой техники. Ну, первый вопрос, который возник, когда, собственно, он возник у нас, когда мы этот эксперимент сделали, это является ли эта процедура измерительная возмущающей или нет. Значит, с одной стороны, действительно казалось, что она абсолютно не возмущающая. Свет проходит через среду в области прозрачности, не вызывает никаких переходов, ее вообще не касается, и только ее задерживает. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, если монохроматический свет проходит через среду, исходит монохроматический, а затем становится модулированным, то это означает, что его спектр обогащается. Ну, например, если бы он был гармонически модулирован, у него появились две боковые частоты. А если у него появляются другие частоты, это значит, какие-то фотоны испытали неуклонное рассеяние. Произошел обмен энергии между световым лучком и системой. А значит, это никак не может быть не возмущающе. Значит, система была возмущена. В общем, с этим парадоксальным вопросом мы обратились к нашему выдающемуся теоретику Владимиру Ильичу Перрию. Пришли, он легко воспринял постановку задач и довольно быстро, значит, ее решил. И вместе вдвоем написали эту статью, и в которой показали, что тот эффект, который мы наблюдали, это является на самом деле эффект комбинационного, когерентного рамовского рассеяния, комбинационного рассеяния вперед. И, то есть, вообще говоря, конечно, это результат взаимодействия с системой, с изменением частоты, но поскольку система макроскопическая и взаимодействие
происходит. То есть мы не можем указать конкретных спинов, которые подверглись перевороту. То в общем для микроскопической системы это может считаться невозмущающим. Конечно, по мере того, как система уменьшается, она становится микроскопической. Или когда речь идет об одном спине, конечно, она не может считаться невозмущающей, потому что появление второй частоты будет означать, что люди между спиновым состоянием системы. Ну, еще, значит, можно, касаясь свойств этой методики, сказать вот то, о чем здесь уже говорилось, что, вообще говоря, для ядерного магнитного резонанса, например, важно, что даже при самых низких температурах разница населенности очень маленькая, и вообще сигнал, в общем, относительно маленький. Здесь разница населенности не нужна вообще никакая. То есть можно шумы исследовать в любом магнитном поле, можно в малом, при очень высокой температуре, и в каком-то смысле даже при высокой температуре, может быть, даже лучше, или при разнице населенности. Вот здесь это никак не фигурирует, потому что шумы с этим никак не связаны. То есть связаны, но просто. Вот. Есть еще очень интересные, как мне представляется, свойства этой методики, которые ставят следующее. Значит, вот представим себе, что, вот как показано на верхней картинке, мы зондируем среду двумя световыми пучками. И, соответственно, в двух пучках сразу регистрируем шумы по обычной схеме. Ну, здесь можно оставить, в общем, обычно регистрируем шумы. А теперь, допустим, мы эти два световых пучка начинаем сводить. И один световой пучок проходит через другой. Мы знаем, что если оптика линейная, то ничего при этом не произойдет. Потому что пучки не взаимодействуют. В данном случае понятно, что когда один пучок наложится на другой, интенсивность увеличится вдвое, но число спинов, которые мы займем, оно вдвое уменьшится. И значит шумы увеличатся. То есть мы получим вот такую примерно картинку, которая, если шумы, интегрально просто шумы регистрируем, получим такую картинку. То есть эта оптика является как бы нелинейной, с одной стороны. Но с другой стороны, она, конечно, не относится к нелинейной оптике, которая подразумевает нелинейную поляризуемость, нелинейную восприимчивость среды. Интенсивность света может быть маленькой, вот, но она вот в этом смысле она не линейная. Вот внизу здесь изображен, ну так, схематически, значит, я попытался показать такой метод нелинейной оптики, называется Z-scan, по-английски, метод Z-scanning. Значит, он сводится к следующему. Если мы вот, фокусируем таким образом световой пучок и протягиваем среду через область фокусировки, через проводку светового пучка, тогда если среда линейная, то вообще ничего не происходит. А здесь регистрируем интенсивность. Если среда линейная, то ничего не происходит. Если среда нелинейная, то там может показатель крыловрения, например, меняться в зависимости от плотности световой мощности. Тогда там возникает световая линза, положительная или отрицательная. Или среда может просветляться при больших плотностях. Короче говоря, если среда нелинейная, то мы получим вот какую-то особенность в области акустики мы получим. Это как раз считается тестом на нелинейность среды. В данном случае, если мы вот проведем такой эксперимент, будем регистрировать шумы, то мы обнаружим, как бы сделали бы вывод, что среда является нелинейной, хотя реально никакой нелинейности нет. Потому что когда среда зондируется только узенькой акустикой этого пучка, то число спинов там мало, относительные флуктуации очень велики, в отличие от случая, когда пучок уширяется. Вот эта способность этой техники была использована для создания, для реализации, ну тоже, это, так сказать, еще не практическая реализация, не прикладная, а просто демонстрация. Реализация это голограмма. Здесь две пластинки арсенина галлия с разной степенью ликирования, соответственно, там различные времена фазовой релаксации, то есть они различимы. Они протягивают через коростику пучка, и удалось их таким образом различить. Ну, здесь по времени фазовой релаксации, но это не так важно. Можно реализовать для практики, это может оказаться важно, потому что
размеров пятна вот в этой спектроскопии, в шумовой спектроскопии, она сейчас используется для того, ну вот в этой работе, я на ней не буду останавливаться, но здесь показано было, что носители в зоне проводимости, они описываются статистикой фермы Рака, что шумят только те электроны, те спины, которые находятся на поверхности фермы, остальные шумящие не участвуют в намагниченности. А кроме того, вот эта вот справа картинка, здесь фазовая релаксация в зависимости от размера пятна, вот две кривые. Здесь просто удалось увидеть компоненту релаксации, связанную с времяпролетным сокращением релаксационных характеристик за счет распространения электрона через пятно. У него как-то прерывается процесс прецессии, когда он покидает пятно. Ну, это напомню, спектроскопия — это хорошо известный эффект, но он вроде никак наблюдали первый раз. Это все совершенно новые возможности применения этой спектроскопии. Вот еще одно интересное наблюдение, которое тоже, в общем, вернее, не наблюдение отчасти, ну, здесь просто идея, состоит в том, что можно рассматривать спектроскопию спинных шумов как оптическую спектроскопию. То есть, если мы регистрируем интегрально шумы в радиочастотной области, но меняем длину волны зондирующего света, что при этом мы будем получать? Ну вот, допустим, мы имеем вот слева вот здесь нарисован, значит, допустим, мы имеем вот такой спектр, оптический спектр, а фарадеевское вращение вот здесь изображено справа. Вот такой системой. Значит, ну, фарадеевское вращение, оно, можно считать, является суммой вкладов от двух этих компонентов. Тогда оказывается следующее, что если эти две компоненты принадлежат одной и той же спиновой системе, то тогда все фарадеевское вращение, так сказать, шумит как целое. Это понятно, что если случайно намагниченность этой спиновой системы, значит, случайно уже увеличилась, то вся эта картина фарадеевского вращения просто масштабно немножко подросла и увеличилась. И, соответственно, значит, спектр, вот оптический спектр шума будет представляться вот в таком виде. Он на самом деле как при расчете погрешности. То есть он представляет собой квадрат с точностью до коэффициента, квадрат фарадеевского вращения. Он будет иметь вот такой вид, который показывал здесь внизу слева. И естественно, что там, где само фарадеевское вращение равно нулю, там шумы. Это кажется естественно. Но есть другой вариант, когда эти две линии связаны с различными спиновыми системами. Тогда вот здесь вот между этими линиями, там, где фарадеевское вращение обращалось к ним за счет того, что вклады от одной компоненты и от другой просто имели разные знаки и компенсировались по этой причине. Теперь, когда они шумят независимо, они не будут вычитаться, они будут складываться скорее, на самом деле складываться по реализу. Вот. И в результате мы получим совершенно другой спектр шумов, оптический спектр шумов. Эта картина, это наиболее выразительно проявляется, например, для случая однородно уширенного и неоднородно уширенного контура. Вот известно, что вот мы имеем, например, такой оптический контур поглощения, и вот так выглядит его фарадеевское вращение, соответственно. Значит, известно, что в рамках линейной оптики однородно уширенный контур от неоднородно уширенного контура отличить никак нельзя. Значит, я напомню, что неоднородно уширенный контур — это контур, который образован из большого числа более узких компонентов, более узких составляющих. А однородно уширенный — это значит все составляющие уширены. Так вот, оказывается, что в случае, когда контур однородно уширен, то его спектр его шумов будет иметь вот такой вид с провалом в центре, как показано слева внизу. А в случае, если не однородно уширенный контур и величина однородного уширения намного меньше, чем неоднородного, он будет иметь радикально другой вид. То есть здесь тоже возможности у этой методики, они близки к возможности нелинейности. То есть, по крайней мере, они
выходит за рамки. Вот, теперь, значит, может показаться, что эта техника по части частотного диапазона, в общем, страдает недостатком, потому что оптические приемники, где-то до гигагерца, хотя сейчас уже широкополосные, но тем не менее там всегда определенные проблемы с этим связаны. Вот это тоже удалось победить в рядом приемов. Ну вот, например, если в качестве зондирующего света использовать излучение лазера в режиме синхронизации мод, который обычно с частотой 80 МГц, то спектр его интенсивности будет представлять собой такую гребенку значит, пика с расстоянием между 80 МГц. Вот. И если у нас спектр шумов, который вот здесь показан, вот в виде такого контура, где-то находится в какой-то высокой частоте, значительно превышающей эти 80 МГц, то можно регистрацию производить не на его частоте, а на разной частоте между ним и ближайшим пиком модуляции интенсивности этого света. Ну, да, это гетерогенирование, причем на фотоприеме. Вот, и они таким образом на частоте 3 с лишним ГГц демонстрируют регистрацию магнитного резонанса в полупроводной системе тоже. Вот, еще одна очень интересная, но это пока что гипотетическое такое предложение, нереализованное, которое позволяет вообще диапазон продвинуться. Идея состоит в следующем, поскольку мы имеем возможность получать импульсы с помощью лазера в режиме синхронизации длительностью сотни пикосекунд, а то и короче даже, вот, то здесь предлагается делать то это означает в принципе, что мы можем на обратную длительность этих импульсов, на такую полосу рассчитывать. И делается это таким образом. Значит, создаются парные импульсы. Фотоприемник и электро, который широкий класс. Значит, парные импульсы этого света. И вот представим себе, что если это пара импульсов, цвет, который, то есть система, которую мы зондируем, она шумовым образом осциллирует на лармуровой частоте ее фарадеевского вращения, как вы знаете. Вот если расстояние временное между этими двумя импульсами равно половине периода этой лармуровой прецессии, то всегда вклады в вращение всегда будут противоположны друг другу и всегда будут компенсировать друг друга. То есть такая пара импульсов у нас вклад в шумы давать не будет. А если мы возьмем пару импульсов, которые отстоят друг от друга на один период, или на целое число периодов, то у них вклады в вращение всегда будут складываться, и они будут давать вклад в общий шум. Поэтому, если мы зафиксируем просто интегральные шумы, будем регистрировать в зависимости от временной задержки между этими импульсами, мы получим вот такую вот зависимость временную, которая представляет собой просто корреляционную функцию вот этого шумового сигнала. И Фурье спектр даст сигнал магнитного резонанса. То есть и здесь частоты очень определяются шириной временной импульса. Ну и, значит, фактически в заключение я вот приведу, значит, хочу сказать несколько слов о нашей работе, которую мы сделали недавно. Значит, хорошо известно, что эффект Фарадея можно усиливать, если исследуемый объект поместить в резонатор Фарадея. Там просто за счет многократного прохождения света фарадеевское вращение или линейное приложение, то же самое, может быть усилено значительно, примерно добротность раз, то есть число проходов фотона в резонаторе за время его жизни. Теперь это все верно, если фарадеевское вращение статическое или если эффект Фарадея меняется временно. А вот теперь представим себе, что эффект Фарадея у этого образца, который здесь находится, быстро осциллирует. Тогда происходит следующее. Вот свет прошел через этот образец, приобрел какую-то разность фаз между двумя диагональными поляризациями, ну, скажем, повернулся на какой-то маленький угол, дошел до зеркала, вернулся назад, и теперь вопрос возникает следующий. А в какой фазе он застал это осциллирующее двухкрылое время?
Может случиться так, что теперь добавка его вращения, она сложится с тем, что он накопил в результате первого расхождения, а может случиться, что она вычтется. Ну, вот этот вопрос, если поставить, то мы, значит, посчитали, выяснилось, в общем, довольно очевидные результаты получили. Здесь, это, во-первых, зависит от местоположения. Здесь изображено усиление, вот этого усиления фарадеевского вращения в зависимости от частоты модуляции корреляционной анисотропии образца. Значит, вот на верхней рисунке это показано для случая, когда образец находится около зеркала, а внизу, когда он находится посередине. Здесь частоты, конечно, более высокие, потому что за один проход свет сталкивается с образцом дважды. Вот. Но это не важно. Важно, значит, что при определенной частоте, соответственно, для нас при определенном магнитном поле, можно наблюдать с помощью резонатора значительное усиление вот этого шумового сигнала. Но значительно интереснее представляется следующий проект. Вот, допустим, мы имеем образец, помещаем образец в резонатор такого типа, вот здесь показан в виде такого сферического, для того, чтобы, например, конфокальный, для того, чтобы в центре получить узкую каузку, чтобы сечение пучка в центре было добро все равно является коэффициентом отражения. В смысле, что дифракционно. Вот. Значит, образец помещается вот в такой резонатор, в магнитном поле. Резонатор помещается между двумя скрещенными поляризациями, так что свет не проходит. Теперь мы начинаем сканировать магнитное поле. И в тот момент, когда частота прецессии, то есть частота магнитного резонанса, совпадает с частотой межмодульных биений или с частотой хождения фотонов по резонатору, в этот момент у нас происходит то большое усиление фарадеевского вращения, о котором мы говорим, скажем, на 2 переполяжа. В результате этого теперь в этот момент свет, который не проходил, теперь начинает проходить через выходной поляризатор. То есть мы, сканируя магнитное поле, мы просто на выходе получаем импульс интенсивности. Реально, конечно, надо смоделировать магнитное поле, значит, обычные экспериментальные приемники. Вот. Но здесь интересно то, что здесь вообще никакой электроники нет. Здесь мы наблюдаем резонанс между спиновой системой и интерферометром по предмету. То есть здесь ничего нет, а дальше поставить только фотоприем. Поэтому по частотам здесь никакого ограничения нет. Конечно, чувствительность здесь не очень высокая, потому что он квадратичный. Эффект, который мы наблюдаем, раскрещенность, он квадратичный. Вот угла. Вот, но учитывая большое усиление, которое можно рассчитывать такой систему. Вот. В целом я хотел сказать, что вообще эта методика, она очень для экспериментаторов привлекательна, потому что, по сути дела, мы привыкли там что-то сканировать, включать магнитное поле, значит, выключать его, когда сканирование, значит, закончилось, и, в общем, совершать такие операции. Здесь немножко иначе ставится эксперимент. Здесь мы берем источник света, здесь мы берем фотодетектор и спектроанализатор, ставим образец, включаем систему, и после этого мы, значит, можем расслабиться на такое время. И через час, через полчаса можно попить кофе, вернуться и посмотреть, что мы имеем. То есть мне кажется, что экспериментально это некоторые новые подходы.